Слушай, с этой маской я уже просто, у меня скоро уши вот такие. Это не гостиница, это какая-то там с угонами, там залежность, там всякие вот эти были. И все, я поняла, куда я приехала, и я с облегчением, слава Богу. Я под влиянием вещества я не могла попросить помощи. В глубине я искала, я просматривала, где можно прокапаться, а так я не могла, ну как, куда я скажу бабушке, я наркоманка, давай помогайте. Слышишь? Мама я ухожала. Героиня была под действием вещества. Мама помощи. Какие интересные подробности. А вы с какого канала? Это YouTube канал, авторский, да? Да. Авторский. Ильяс офигенный. Да, не знаю. Ну. Дякую тобі, але не треба було це казати на камеру. Він мені не платив за це взагалі гроші. У нас все полюбовно, все полюбовно. Ой, слушайте. В 2003 году я закончил писать научный диплом. Мне же, как всегда, больше всех надо, и надо что-то такое, чтобы вот оно было такое в завернутом варианте. Я его защищал по вышивке махлома. Я адаптировал ручную вышивку под артели, под такое полумассовое производство. Вот. И со мной на курс старше училась девочка Аня. Мы когда-то с ней встречались 3 года. Очень талантливая девочка. Она приехала в Киев, работает у Дианы Дорожкиной. И поработав 9 месяцев, она захотела в другое место пойти и пригласила меня, говорит, хочешь на мое место приезжай, и квартира как бы есть, будем вместе снимать и будешь работать. Вот я приехал к Диане Дорожкиной. Через 3 месяца было мое достижение, я сшил платье на конкурс «Хрустальный силуэт». Получили гран-при. Там 57 метров ткани мы потратили на это, то есть там какое-то грандиозное было платье. Вот. И все, и дальше пошло-поехало. Потом у Ермакова работал. Потом в 2006 году меня пригласили на телеканал «Сити». Я попробовал себя как стилист, и вот с тех пор. Как сказала одна очень известная женщина на телевидении, я ее хорошо очень знаю, говорит, однажды, вступив в телевидение, вы никогда не отмоетесь. Вот, собственно, уже сколько лет? С 2006 года. Отмываюсь. Могло в другом направлении пойти, но вот, слава богу, моя, как бы, знаешь, неуверенность в себе чуть-чуть и скромность, скажем так, и вот это вот от воспитания, то, что мы взяли, вот это вот страх поражения, мне предложили стать арт-директором и стилистом. Я сказал, не, арт-директора я не потяну. Мне было страшно, я испугался, мне было сколько-то? 25. Вот и все. Вот по этому направлению движемся. Хотя, честно говоря, если взять метаморфозы, которые со мной произошли чисто внутренние, вот как человека, я когда приехал в Киев, я даже не мог сказать «остановите маршрутку». Я проезжал с людьми там 1, 2, 3 остановки, выходил пешком обратно, встречался. До такой степени был робкий, скромный. Ну и вот 16 лет работы над собой. Теперь могу я крикнуть даже. А это наша зверь-машина. Метафан стреляет. О! Когда целый день ждешь, как будто какой-то кошарный, знаешь? Да. У меня, получается, сделали теперь вот с этого года, сделали стилистом нескольких телеканалов.
И теперь я отвечаю за 5 телеканалов. Это, честно, нелегко. Я помню, была ситуация на Сити-канале, это было 1000 лет назад. Я квартиру снял и начал там делать ремонт такой косметический. Я же мамин сын, мне надо, чтобы было все красиво. И содрал обои, переклеил все сам, этот линолеум постелил и начал эти плинтуса прикручивать. Я на канал пришел и спрашиваю, там строитель у нас скажет, что, не помню, какой-то ремонт делали. Я говорю, дайте шуруповерт. Ну, дали мне. Я вот все сделал, прикрутил, возвращаюсь обратно, и охранники сидят. Я так им на стойку поставил, говорю, отдадите этим, пожалуйста, строителям. Они такие, я говорю, да, я тоже умею работать шуруповертом. Ну, это был, знаешь, это стилист. И тут какие-то строительные, что? Ну, так жизнь складывалась, что приходилось самому все учиться, делать. Тем более у меня мама такая, что она никогда ничего не боялась. Она могла и сама кран прикрутить, и шкаф собрать, и люстру повесить. Она у нас такая девушка боевая. И, собственно, я на нее, смотря все детство, я понимал, что нет нерешаемых проблем. Как говорится, татарчасна, эльшиге чаребар улюмгеёх. Вот, поэтому берешь и делаешь. По маминым чебурекам скучаешь? Ой, я, во-первых, по маме скучаю страшно. Это моя нейтронная звезда счастья. Ну и по чебурекам в том числе. Потому что у меня, мама, наверное, не скрывала это и не скрывает, но я могу сказать, что мама особо у нас никогда не любила готовить. Она у нас больше по чистоте. Вот уют и чистота в доме – это ее коронная. У нас было всегда идеально чисто. Всегда были перестановки, всегда она создавала идеальный уют. И мне это, слава богу, передалось. У меня в квартире тоже так же. Мои друзья называют мою квартиру спа-центр. Просто там все белое и все чисто. Вот. Но за маминым чебуреком я очень скучаю, потому что она, я не знаю, это, наверное, рука. Это не секрет. Потому что моя биташка, не биташка, а моя топта, если сказать по-ялубойски, да? Но это моя не родная по отцу, а родственники. Есть семья, которые меня смотрели. Они для меня как родные. Они в Крыму сейчас, бабушка, слава богу, еще жива. Вот у нее она делала туршо. По-моему, у меня такое ощущение, если она керамзит закроет, будет вкусно. Вот у нее рука. Причем и дочка Ленура, и моя, все рецепт брали, над ней топтуля стояла. Ничего не получается. Это какая-то дивная рука. Вот у мамы, у нее действительно эти чебуреки получаются какие-то, я не знаю, что она с ними делает. И краешек естся, не сухой. Ну, все круто. Ну, и янтах, понятное дело, тоже. Вот прям сейчас говорю, у меня слюна начала выделяться. Сейчас начнется мое бэканье-мэканье украинской мовы, потому что отвыкаешь. В конце сезона я просто шпрехаю. А в начале сезона начнется, сейчас вы поржете. Помогло, Наташа? Помогает. Я уже валяюсь 3 часа тут. Тут у нас проходит интервью и героев, и наши синхроны пишут с Ирой, с моей соведущей. Тут у нас манекены, переодевание. Вот это моя комната, скажем. Ее называют Ильясовская. Что здесь происходит? Здесь переодевание, экспертиза. Вот сейчас, через некоторое время, здесь будет моя экспертиза. Когда будете вещи обсуждать, тоже посмотрели, чтобы сказать, что можно Ильяс. Здесь проходит на диванах беседа. Ира там сидит. И финал тоже здесь проходит. Мясо. Вот сейчас видишь, Аля попала в кадр.
Для меня Таиланд стал таким вот каким-то, не знаю, местом силы. В 2004 году мне было все очень плохо. И с работой, и с личной жизнью, и с состоянием моим. И у меня была история, когда меня 11 детей чуть не зарезали на Львовской площади. Было такое. Я ночью из клуба вывалился и попал на этих обнюханных клеем детей. Ну, это какой-то, знаешь, все сразу. Таким большим слоеным пирогом. И вот как-то так, знаешь, такое дно, скажем, эмоциональное. Я вот как-то ехал в метро, и только появились в метро вот эти вот экраны, и там всякие там заставки, и были то ли реклама туроператора, я даже не помню что. Были фотографии то ли Бали, то ли Таиланда, такие, знаешь, белоснежные пески. Мне было так тяжело и так грустно. Я вообще был какой-то разбитый, раздавлен. Мне тут было сколько там, 24. Я так вот прям со всей уверенностью подумал, наверное, я туда попаду лет в 40. Вот настолько было все плохо. Я настолько не верил ни в себя, ни во что. Тем более было несколько попыток вернуться в Крым, все бросить, ну, как у всех. И так получилось, Аллах Баба сказал: Балам, давай ты не будешь чесать всякую ерунду, на тебя. И через 1,5 месяца я лежал на этом песке. Так получилось, вот так звезды сошлись. И это получилось, знаешь, как вот из кипятка в холод или там из холода в кипяток. То есть диаметрально противоположные эмоции. Тут совсем плохо, и тут ты в рай попадаешь. И у меня, как у собаки Павлова, психика зафиксировала. Таиланд — это хорошо. Но если это так хорошо, почему я не должен туда ездить? Что, встать мне на точку? А что, выключили поле? Работает. Перебросы, какие-то соточки на фоточку. Ильяс, а ты сейчас можешь? Да. Сейчас вот 5 минут и все. Нет, смотри, ты держишь Ильяса среднего. А где Саня, кстати? Сани нету, что ли? Он позже. Он еще обратается. Верните Пинчука обратно. Да нет, все прекрасно снимают. Просто нужно, чтобы семья была в сборе. А кто первый у нас? Бабушка? Что такое главный класс? И вот так 32 раза. Героиня, помоложе кто-то. Сестра не будешь проговаривать, у нее вот тут выбрито. Подожди, сейчас вот у нашей героини выбрито? Ну, там не полностью, короткий стриженный волос, как у тебя вот. Ну, там, если есть минутка, может... Вот это новость. Вы что, жвачка попала? Не знаю. Ну что же, натворила, теперь давай фоткаться. Диан, ты Таню будешь отправлять? Сначала предупреди, скажи: Таня, спокойно выпей что-нибудь успокоительное, а потом отправляй. Потому что это наш мастер по волосам. Сейчас опять напьется с горя. Давайте. Это будет самая короткая экспертиза в моей жизни. У меня противоречие во мне вот со всех сторон. Я интроверт, но кинестет. Вот, то есть кинестет — это человек, сама знаешь, это любит, который вот ему трогать надо, ему нужен контакт. Но в то же самое время людей, как бы, я не люблю находиться в массе, вот, в большом количестве. И вот противоречие, как-то вот с этим живу. Ну, не знаю, это вот с детства, потому что родители артисты, с психологами я работал, докопался, понял, что моя детская психика обозначила людей как массу, как зло. А почему зло? Потому что эти люди забрали у меня родителей. И у меня такой вот на них штамп
Я с этим штампом работаю, понятное дело, я не стреляю никого. Но, тем не менее, для меня вот моя детская психика так это восприняла. Поэтому отдам семьи. Ну, когда много. Вот, тяжело иду на первый контакт. Хотя проживался практически в любом коллективе. Тоже опять из детства, потому что меня оставляли у разных людей, разных друзей, знакомых. И ребенку каждый раз нужно было адаптироваться. Каждый раз нужно было ужом изворачиваться, даже просто попросить воды. Потому что мы, по сути, наше воспитание такое постсоветское, нам всем в голову вбивает страх поражения, страх быть неправильным. Надо быть как люди, не Адам Ларетеджер. Типа, а когда тебе тяжело, Адам Лар прямо прибежали и тебе все сделали, да? Как говорила Шанель, почему я должна думать, что думают обо мне люди, я же о них не думаю. По-моему, гениально. Не, ну цвет не нравится. Что кого красит? Не Таня? Хронический «С» никто не слышит. Я Илья. Илья. Везде. Прикол. Ну, кто знает, говорит уже, но вот когда представляешься, никто не слышит. Они думают, что я прикалываюсь. Ну, типа, знаешь, ждем. Да. Ильяс. Вот это класс. Или фамилию коверкаю часто. Сахтара. Какая же я Сахтара? Так. Я думал, незаметно, оказалось, что заметно. Бабушка с внуком, ну, это история какой-то там семьи реальной. Два внука, один постарше, другой помладше. Бабушка вообще нифига не знает по-русски. Идем к тебе. Хорошо, идите. А ты в кадр. А, мне в кадр? Да. Ладно, я потом. Накидатель пошел. Типа на тарелке. Не, это вот на диван. На диван. Паша, посмотри, его пример. Ви дуже гарно, ви дуже зараз от наші гарно виглядаєте. Ми тут робимо людей. Тобто ви надягали і не знали. Красивішим та Ця сукня вам подобається? А ця сукня вам подобається? Це так, великий варіант. Добре. Але те, що основна... Не треба боятися того, що у вас буде це зелений, він дуже рефлексує на шкіру обличчя. Це якась синтетика. Еле он отвел. Ты уже бежишь не будет? Я уже блещу. Там, А, мне же надо ухо отдать. Коль, дай, пожалуйста, Игорю ухо. Сейчас будет свистеть на плейбеке. Ну что, ржаешь на мой украинский, нет? Да классно. Да ладно тебе, классно. Прости. Так, 17-я чашка чая. От чего умер? От того, что перепил чай. Преследует. Тень, знаешь, такая, типа, самый неудобный момент, взяла так быстро. Так ты мне уже шпудрила сейчас или нет? У меня провалы в памяти. Сейчас я когда пойду, сделаешь. Я там уже. В съемочном процессе мне нравится результат, когда я вижу в глазах у героя или у героини что-то хорошее. Какое-то вот удовлетворение. Я вижу это в глазах. Что, ну, знаешь, как лед тронулся, что что-то происходит, что вот она пришла и что-то у нее поменялось внутри. Вот это, от этого кайф испытываешь. А сниматься, тебя снимает камера, нет, честно. Ну, это уже этим переболел в детстве. Если в целом обобщить, крымско-татарская женщина, она какая? У нас, наверное, женщины, ну, если общие черты взять, наверное, может быть, они такие максимально преданные и самоотверженные.
То есть такие декабристки, жены декабристов. Вот что-то в наших женщинах это есть. Если говорить с точки зрения одежды, ну, на нас сильно Восток повлиял, конечно. Средняя Азия, где были выставки, вкус там формировался. У нас разные. В том-то и дело, что наш народ, он настолько разнообразен на одном таком пятачке, что можно встретить и вот такую средиземноморскую внешность. Ну, те, кто увидит, не скажет, что крымский татарин. Да? Мне тоже не особо говорят. Хотя все привыкли, что там, крымский татарин обязательно черненький тоже. Поэтому мы настолько разнообразны, настолько на одном клаптике, ну это просто, честно говоря, иногда диву даешься, когда, ну, со временем это происходило, да, едешь с папой там куда-нибудь, приезжаешь там, не знаю, какой-нибудь Раздольный, да, там Чоль, Нугалер. Вообще другой народ, да, то есть вот чисто внешне, эстетика, какие-то привычки, все другое. Приезжаешь там Ялыбойга, да, там южнобережный, на ЮБК, типа, ну, небо и земля, как будто ты на другой планете или в другой стране находишься. Это мы привыкли, что у нас такое разнообразие, да, и куча этих анекдотов есть. Бардани татар йохадепсы нугайды, вот эти, вся эта дурость, это вот этот юмор. Хотя, ну, честно говоря, этот юмор, он и показывает, скорее всего, наши плохие стороны. Потому что Гаспринский не зря говорил, что Берлик — это наша ахиллесова пята. Хотя, честно говоря, вот если бы мы бы все были как-то более сплоченными, интереснее, наверное, нации, ну, сложно найти. Мы настолько разнообразны, что вот в этом разнообразии есть какое-то богатство, наверное. Так, сейчас я надену экипировку. Очки надо надеть. Так, все. Последний бросок. И подумаешь, что бы говорил. Ну, как интересно. Спасибо. До свидания. Тут стоп. Есть. Спасибо большое. Ставим. Игорь, можно забирать ушки. Жарко. Конечно, жарко. Мне жарко. Ты что, я думал, тебе надо. Что за прикол? Все, ребята, спасибо, пока. Hello. Саунус. Какое сопротивление у нее было вообще. Потому что если это не чувствовать, ничего же не получится сделать. Сначала начала вот такая в боевой позиции, потом чуть полегчало. Котичек, ты что ты так сутулишься, котичек? А я не знаю, что я сыпалась. И вопросик, да? Вопрошаешь телом, как мы определили. Я буду вот так стоять. Ну, ты же не Да, блин, я же делаю. Что такое? Что происходит? Это наподобство. Все, да? На сегодня все. Эти штуки перестанут меня снимать. Слушай, не мешала, она так зашла, вы Нет, меня ты не вырежете, мешай. потом вырежете. Не вырежем, не надо вырезать. Надо оставить чуть-чуть. Что? Наша богиня. Красные, да, наденете? Можно в топчулях. В топчулях? А росточек, вот не тот. В топчулях. Все? Пойдем, Давай. Давай лучше. Внизу? Все, готово, да, ребят? Все, внимание, тишина, пожалуйста.
І нам вже кортить поділитися з вами новими історіями з життя відомих людей. І вже за мить сюжет, який вас гарантовано вразить. Привет. Привет. Здравствуйте. А это гримерка канала Украина. Я думал, кто-то спрятался там и шумит. Вот. Я когда сюда пришел, здесь ничего не было. Вот все при мне строилось. Я рисовал эскизы, какие будут шкафы, какие будут трильяжи. Ну, за уже 11 лет. Я уже здесь как плесень. А это гримерка зеркального шляха. Она такая тут, надо свет включить, потому что такой эротический свет. Я делал на проект, у нас был этот, как он называется, «Ночь химер». Было 5-летие, по-моему, зеркального шляха проекта. И все были костюмированы. Вот мы делали такую. Так, все, черный выдрал. Аллах, все уже падает. Это такое все бутафорное. Но зато для камеры это было красиво. Ну вот, кстати, вот нашел, видишь? Оно было вот так. На темном синем платье. Вот так. Сейчас я. Короче, но только я был с футболкой внутри. Да, было вот с такими глазюнями. Ни хрена не видно было, но я ходил красивый. О, привет, Дашень. Да, мы тут снимаем. Я поняла. Тебе что-то срочно? Ну, нет, просто минут 10 твоего времени нужно. Когда сейчас надо тебя? Ну, я в 12:30 уезжаю. Когда будет время, тогда... Ну, давай через минут 15 тогда маякни, ладно? Хорошо, да. Хорошо. Я где-то там 123. Давай, да, спасибо. Спасибо. Даша. Мне кажется, любовь – это безусловное принятие. И любовь никак не имеет общего отношения, в моем понимании, с тем, что ты делаешь или ты что-то не делаешь. Любовь, она просто или есть, или ее нет. Не обязательно, чтобы человек что-то для этого сделал, да, там, носил тебя на руках, вставал, жарил чебуреки в 3 часа ночи. У каждого свое ощущение. Но в моем понимании это такое чувство, когда ты просто человека принимаешь в любом состоянии. Абсолютно. Плохим, глупым, тупым, грязным, больным, каким угодно. Вот я сейчас все негативы перечислил. Потому что, по большому счету, позитивные стороны, но это же легко. Красивого или красивую любить легко. Да, как сказала Мерлин Монро, красота – это свобода. То есть какие-то такие за хорошие вещи, ну это же вообще проще пареной репы любить. А любить, принять и любить недостатки, вот он там или она храпит, да, понимаешь, что это какая-то медицинская проблема, ты можешь ее решить. Но третировать мужа или жену за то, что она или он храпит, это бред, по-моему, сивой кобылы. И мне больше всего не нравится, когда начинают говорить, он должен или она. Что? Никто никому ничего не должен, ребята. Каждый человек должен только собственной матери. Потому что она родила, даже не отцу. Отец удовольствие получал. А вот женщина, она родила, она выносила, да, это реально херовая штука в плане, что тяжело это, я просто человек эмпатичный, я чувствую, как это может быть плохо, больно, тяжело и тому подобное. Не знаю, что-то я это развозмущался. Просто есть какие-то свои моменты, да, то есть они же откликаются. И поэтому я считаю, что любовь – это вот принятие. Ты принимаешь человека таким, какой он есть, с его недостатками. Например, у меня отношений куча было таких, которые во мне видели именно вот Ильяса Сахтара. Вот он телеведущий, вот он там главный стилист канала, там вроде так как бы не урод, вроде нормально, все хорошо. А что вы знаете про мою душу? Вот
что вот за ширмой, что вы знаете? Вы ничего не знаете, вам даже не интересно, что там. Вот эта мякоть внутри, такая она, у каждого человека она есть, потому что она у каждого человека по-разному закрыта, скрыта, защищена. Вот до этой мякоти добираются, ну, единицы. Вот у меня за всю мою жизнь, ну, за сколько, за 39 лет, ну, там, или за осознанных 20, не 20, там, ну, окей, там, 18 лет, у меня сейчас первые отношения появились, когда видят мое нутро. И там совершенно пофиг, кто я, там, что я себе представляю. То есть любят меня вот там, вот ту суть любят, а не вот эту вот верхнюю оболочку. Вот это я понимаю любовь. И когда я могу быть не сильным, умным, там, целеустремленным, зарабатываю бабки, там, вот таким вот весь классным таким, а когда я могу быть просто тупым, просто прийти домой, пустить слюни, условно говоря, ничего не делать, быть немытым, нечесанным, никаким, и при этом меня принимают таким, какой я есть. Вот это любовь, в моем понимании. Она или есть, или ее нет. Наташенька, есть какая-то вот эта шлейка? Нет, хорошо, вот так хорошо. С машиной это вообще отдельная история в плане, что никогда у меня не было, ну как, в начале, когда там лет было мне 15-16, папа пытался меня приобщить к автомобилю. Ну, ключевое слово «пытался». Потому что, когда рядом с тобой сидит не просто папа, а певец с 3 октавами, он начинает орать так, что у тебя просто вытекает ухо. И, ну, как бы, ну, то есть любви он не привил к этому, он, наоборот, отбил. То есть мне не хотелось. Мне, знаешь, мой мозг связывал стресс с автомобилем. Вот. А потом я понял, что давай. Я понимаю, что тебе уже там, как бы, тебе не поди не 15. Уже было сколько? Мне 38, когда я его купил. Чего хорошо? Все хочет, ты попала в точку. Все, давай, пока, дорогая. Как первое время я пострессовал хорошенько, когда у меня меняли с работы. И я не знаю, рассказывал или нет, в 2008, когда кризис грянул, я так испугался, что нашел еще 2 работы. Ну, это, видимо, наша татарская черта. Типа держать, знаешь, покупать не килограмм картошки, а мешок. Чтобы быть во всех, даже черупки цены, ничего страшного. Я вот татарский свой прокачиваю именно за рулем. Именно, особенно маты, которые, даже не маты, это такие ругачки. Это, естественно, я дома слышал такое. У мамы есть фирменные ругачки, которые, как бы, это не мат, но это какой-то такой проклен. Знаешь, у украинцев же тоже нету мата, у них проклены. Например, там «Бабан хачна сочтыгы шачкас», например. Это такой сложный, завернутый вариант, но очень такой художественный, я бы сказал. Бывает. Ну, слушай, а где прокачивать? Вот я только когда там с Усманом вижусь или с Хатидже вижусь, там, ну, как-то мы говорим, да, используем крымско-татарскую речь, слава богу, есть с кем. А так где ты ее используешь, эту речь? Нигде. Вот сам собой иногда. Типа бах-хала-бах, куда-нибудь кто-то там не туда тулится, или хьяраша что-нибудь. Вот только так и живем. Пожив 2 года в квартире в собственной,
понимаю, что было бы неплохо. Не могу сказать, что прям это прям такая цель. Разбейся об землю и сделай. Но я понимаю, что я уже хочу. У меня есть желание, чтобы был какой-то небольшой свой участочек. Не могу сказать, что я буду, конечно, фидетуртмага, но чтобы какие-то цветы были, знаешь, какие-то там плодовые деревья со своего дерева, неважно, яблоко, слива, все что угодно, сорвать, это приятно. И ты знаешь прекрасно, что ты это будешь есть, и ничего с тобой не будет. Мы так устроены люди, что мы в любом случае адаптируемся ко всему. Люди привыкают жить возле железной дороги, когда все громыхает. Люди привыкают жить после бомбежки. Ну, то есть, человек адаптивное существо, мы не исключение. И просто сейчас все адаптируются кто как, разными способами. Иногда хорошими, иногда не очень. Но все пытаются найти место под солнцем. И, как говорит старая пословица, рыба ищет где поглубже, человек где получше. Ну вот, я считаю, что сейчас мы находимся в состоянии, весь народ в состоянии адаптации и отсеивания. Потому что когда идет большое давление, свою идентичность ты понимаешь ярче, чем обычно. И это наблюдалось в 2014 году, когда все это произошло. Наш народ как-то начал более активно интересоваться своей культурой, одеждой. Я говорю вот именно свое, да, направление, которое я знаю. То есть как-то вот национальность, скажем так, идентичность национальная, она стала проявляться ярче с нашей стороны. И я надеюсь, что все, что не происходило с нами, это даст какие-то плоды. Главное, чтобы мы умели учиться на ошибках. У нас такой черты не сильно наблюдается, как и, в принципе, украинцев тоже. Я знаю, наверное, это по моим ощущениям, буквально несколько наций, которые умеют учиться на ошибках. Это японцы, это израильтяне, это Скандинавия. Вот они умеют. Они знают, что сделали ошибку, впоследствии весь народ не делает так. У нас, к сожалению, такого нет. Надеюсь, что все, что происходило, даст нам какой-то урок. И все-таки мы начнем не ковыряться вот так вот у соседа во дворе, что мы очень любим делать, а все-таки будем смотреть шире. Я всегда говорил еще до 2014 года, когда на меня осуждали, вот зачем ты уехал, Кирек Мунда, Дивам Этмеге, Зиманеви, Храмтатарки, Хетлен, я помогу, там и тра-та-та, все остальное. Но есть правила развития человека. Всегда ты смотришь в столицу. Никто никогда на периферию не смотрит. Это такого, нету закона. И я всегда говорил, что лучше не здесь копошиться, а при возможности создавать все условия, чтобы наши дети учились в Гарвардах, Оксфордах и тому подобное. И тогда у нас будет какой-то пласт людей, который имеет какие-то рычаги в руках, да, знания самое главное. Чтобы мы не были бесталанными, не были беспомощными, потому что знание – это сила, и вот только, мне кажется, только в таком направлении можно двигаться, а никак не в каких-то там противостояниях и т.д. и т.п. Когда, например, крымский татарин станет там чемпионом мира почему-то, это весомо. Крымский татарин придумал плащ-невидимка, была вот эта история, да, это весомо. Вот так надо двигаться. Но я другого выхода не вижу.